Президент Дональд Трамп объявил в понедельник о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Это важный шаг, который вызвал критику со стороны экспертов в области общественного здравоохранения в первый же день его возвращения в Белый дом. Трамп давно критиковал агентство ООН по здравоохранению, и его администрация официально начала выход из ВОЗ в июле 2020 года, когда пандемия COVID-19 продолжала распространяться. Но 4 года назад тогдашний президент Джо Байден остановил выход США из организации, которой было поручено координировать международное реагирование на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в одном из своих первых действий после прихода в Белый дом. В тексте указа, опубликованного в понедельник, в качестве причин выхода США из организации упоминаются неправильные действия организации в связи с пандемией COVID-19, возникшей в Ухане, Китае и другими глобальными кризисами в области здравоохранения, ее неспособность провести срочно необходимые реформы и продемонстрировать независимость от ненадлежащего политического влияния государств-членов ВОЗ. «Это большой вопрос», — сказал Трамп своему помощнику, когда начал подписывать указ, указав на свое решение 2020 года, и выразив убежденность в том, что США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами. В 2020 году Трамп также последовательно обвинял организацию в оказании помощи Китаю в якобы сокрытии происхождения COVID-19 и допущении его распространения. Администрация телеканала CNN обратилась за комментариями в ВОЗ. Хотя законодатели от обеих партий критиковали ВОЗ в 2020 году, когда Трамп впервые решил выйти из организации, многие осудили решение президента осуществить выход из организации во время глобальной пандемии, которая случается раз в столетие. Тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в то время назвала это «актом настоящей бессмысленности». А вышедший на пенсию сенатор-республиканец Ламар Александр, тогдашний председатель Сенатского комитета по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, заявил, что не согласен с решением Трампа. Доктор Ашиш Джа, занимавший должность координатора Белого дома по борьбе с COVID-19 во время администрации Байдена, назвал решение Трампа выйти из ВОЗ во время его второго срока стратегической ошибкой. ВОЗ – весьма важная организация, и выход из нее Америки создает политический вакуум, который может заполнить только одна страна. И это Китай, заявил Джа в интервью CNN в понедельник. Он предсказал, что Китай активизирует деятельность организации в отсутствие финансирования и руководства со стороны США, что в свою очередь может дать Китаю больше политического влияния во всем мире. Лоуренс Гостин, профессор права в области общественного здравоохранения в Джорджтаунском университете, написал в посте на X, что выход Трампа из ВОЗ является самым знаменательным из всех действий президента в понедельник. Это катастрофическое решение президента. Выход из ВОЗ – тяжелая рана для мирового здравоохранения, но еще более глубокой эта рана будет для США, добавил он. Джа предупредил, что выход из ВОЗ ослабит организацию, поскольку она в значительной степени полагается на персонал и опыт США, особенно в отслеживании глобального гриппа. Исполнительное распоряжение Трампа призывает госсекретаря и директора управления по управлению и бюджету приостановить будущую передачу любых фондов, поддержки или ресурсов правительства США для ВОЗ. Однако для полного выхода из организации требуется год, и у США есть обязательство продолжать ее финансирование в течение года. Но кто будет обеспечивать выполнение этого обязательства? Неужели Дональда Трампа испугают глобальные нормы в отношении этих вещей? Спросил Джа. Гостин, который также является председателем кафедры глобального права здравоохранения имени О'Нила в юридическом колледже Джорджтауна, сказал в своем более позднем посте, что данное действие изобилует юридическими и фактическими ошибками. Трамп не собирается ждать год, как того требует Конгресс. Он уже сейчас прекращает сотрудничество и финансирование ВОЗ со стороны США. Это незаконно и является серьезной стратегической ошибкой, добавил он.